Всем привет, друзья! Итак, в этом небольшом, но интересном видео речь пойдет об очень маленьком и в то же время мощном и даже почти игровом супер-мини-компьютере. Причем цена его не 70 и даже не 60 тысяч, как было у меня в прошлых видео, а примерно, так скажем, 40, возможно там 40 с копейками. Можно прямо на Озоне купить сегодня такой компьютер, они продаются в свободном доступе, но все не так замечательно, друзья, как звучит. Есть интересные нюансы, особенно связанные с температурой и настройкой этого компьютера. Однако, тем не менее, я был сильно удивлен, что на этой шкатулке размером с обычную вертушку на 120 мм можно вообще что-то запустить. В общем, китайцы не стоят на месте и активно почему-то занялись именно таким форматом компьютера. В нашем случае у меня в руках продукт от компании GMT Tech. Модель называется Nukebox K2 с процессором Ryzen 7 на 8 ядер 16 потоков, плюс со встроенным видеочипом, внимание, Radeon 680M. Все это работает с памятью, еще раз внимание, DDR5 на частоте 4800 двухканале и быстрым SSD накопителем в формате M2. Есть разные конфигурации именно такой шкатулки, например, там самая дешевая стоит за 40 тысяч, в нем тоже идет Ryzen 7, но 16 оперативы, 512 накопитель и есть версия на 32, 64 оперативы и SSD на 1,2 терабайта. В общем, выбрать можно под любой кошелечек, и самое приятное, что вместе с компьютером уже из коробки идет у нас установлена лицензионная Windows 11 Pro, и это реально удобно, и не нужно возиться там с драйверами, просто подключил и все, можно спокойно пользоваться. Причем эта лицензия активированная, так что вступление вполне нормальное. Самое важное, как себя покажет сей компьютер при запуске игр, потому что с приложениями мы и так все понимаем. 8 ядер, 16 потоков и быстрый SSD отлично справляются с любой поставленной задачей. И раз уж мы затронули тему игр, то сейчас минутка полезной информации для геймеров. Друзья, не так давно создатели Genshin Impact выпустили новую кроссплатформенную космическую фэнтезийную RPG под названием Honkai Star Rail. За считанные месяцы игра уже успела стать хитом как на ПК, так и на мобильных устройствах, а в конце этого года грозится покорить еще и PlayStation 5. Менее чем за 5 месяцев после релиза игру скачали более чем 80 миллионов раз. Но чтобы насладиться обновлением 1.3, не нужно ждать до конца года, ведь оно уже вышло и прямо сейчас можно опробовать все новинки на смартфоне или еще что круче на ПК. Да, играть в Honkai Star Rail можно и на компьютере. В свежей версии вас ждет продолжение сюжетной линии Сяньчжоу с ответом на многие интересующие вопросы и еще большим количеством эпичных сражений и драматичных моментов. Любители рогаликов смогут опробовать обновленную виртуальную вселенную, а также режим со случайной генерацией подземелья, где игроки смогут отточить свои навыки в этом сложном игровом режиме, а коллекционеры при этом смогут воспользоваться 10 бесплатными особыми звездными пропусками, которые можно получить в подарок за вход в игру в течение 7 дней, чтобы добавить в свой отряд крутого персонажа, элегантного пожирателя луны с множеством драконоподобных черт и еще при этом владеющий умением управлять водой и жизнью. Бои, к слову, пошаговые, и лично мне доставляет удовольствие тестировать разные команды. Скачать игру и прокатиться на Звездном экспрессе можно по ссылке в описании. За активацию особого промокода вы получите 10 единиц звездного нефрита, которые очень пригодятся вам для разблокировки новых героев. Красочный мир Honkai Star Rail ждет вас. Всем удачи, но мы вернемся к теме нашего видео. Итак, по сути, самое интересное я уже озвучил в начале видео, а про само устройство я мало что сказал. Хотя даже не знаю, что сказать, кроме как про размеры. Ну, в комплекте идет, кстати, не маленький блок питания, это раз. Далее, чтобы подключить компьютер, нужен монитор, конечно же, это понятное дело, или там, например, телевизор. И тут возникает вопрос, а как можно использовать такой мини-ПК, если с ним нужно постоянно таскать с собой зарядник там с проводами и подключать его тоже придется к чему-то. И тут у меня, знаете, только две версии. Первая, данный ПК однозначно купят те, кто хочет сэкономить место на рабочем столе или стеснен, скажем, в пространстве. Например, живет в общежитии и некуда ставить системный блок, и можно закрепить, например, компьютер прямо за монитором. А с иной стороны есть, конечно же, ноутбук, хоть и не такое мощное решение, но тем не менее все же решение. Далее, я думаю, такой мини-ПК можно применить в виде домашней консоли, просто установить Steam, далее подключить геймпад от Xbox и на этом все. Но опять же, для консоли он слабоват, что прям тянуть хотя бы в 2К все это на телевизоре, и можно купить просто обычную приставочку. Все, я правда вот честно не знаю, зачем нужен такой мощный ПК, и только если вы работаете, скажем, в офисе за большим монитором и в то же время дома работаете и перемещаетесь с офиса домой,
домой и вам просто удобно в рюкзаке носить такой мини-ПК, то только в таком случае есть смысл в этом компьютере. Опять-таки, зачем офисным работникам 32 оперативы и быстрый NVMe накопитель на 1 терабайт? Не знаю, в общем, неважно. Если такие компьютеры продаются, то значит действительно люди находят и место в жизни. И, видимо, полезная штука, раз их начали массово делать различные компании китайские. Но все же, если представить, что на этом ПК можно хотя бы запустить сетевые шутаны или, скажем, несложные проекты, то, быть может, имеет смысл рассматривать этот компьютер как замену бюджетной сборки. Но об этом мы сейчас как раз и узнаем. Итак, начнем, пожалуй, с простой контры. И запускать я буду все на высоких Full HD, чтобы не было там всякие, не знаю, там 720p на самых низких. Все же за 40 тысяч хотелось бы как бы, нормальную картинку, а не полную размазню. В общем, с одной стороны, есть приятные новости. В контре достойно работает все на высоких Full HD и можно без проблем стрелять вообще как бы сказка песня. При этом мы получаем 120, возможно там 130-140 FPS. Но меня как-то смущает температура железа. Все же, понимаете, 88-90 это уже очень тепло, и при достижении 90 градусов процессор начинает тротлиться и сбрасывает частоты на всех ядрах. Да, с одной стороны, тротлинг это хорошее решение именно от защиты от перегрева, но это, запуск обычного Counter-Strike и сразу 90 градусов. Да, фреймрейт нормальный, однако температура меня, конечно, напрягает. В общем, история довольно интересная. Едем далее и теперь усложняем задачу, запустим Overwatch вторую часть. И тут тоже я все выставил на высокий Full HD, но не работает почему-то дурацкий мониторинг MSI автобюнер в этой песочнице, поэтому только видим фреймрейт без температуры. Но мы примерно понимаем, да, с вами какая там температура под предельно допустимые 90 для процессора. Зато у нас стабильные 60 кадров на высоких, внимание, на высоких настройках Full HD. Это не 720p, далеко не самые низкие визуальные настройки. И 60 кадров на этом мини-компьютере со встроенным видеочипом, это прям, очень достойный результат. Раньше, если помните, пару лет назад люди просто мечтали, чтобы хотя бы запустить Full HD на самых низких, чтобы получить при этом 20-30 кадров. Но никто не думал, что через пару лет уже будут стабильные 60 на высоких Full HD. Очень стремительно развиваются видеочипы. И я думаю, с такими темпами уже через 5 лет просто мы получим ультра настройки в 2К на каких-нибудь там процессорах без видеокарты. Это уже довольно существенно. Окей, друзья, идем далее. И теперь запустим с вами наконец-то GTA 5 на высоких со всеми эффектами и высокой плотностью толпы. И тут у нас, значит, уже не получается стабильные 60 FPS и в среднем 55-60 с просадками до 45. И тут вы скажете, это же, типа, GTA 5 должно быть там 80-90. Да, так должно было быть, если это были бы средние, то есть стандартные настройки там со средней плотностью толпы. Да, это не критично, даже если и 45 FPS, все равно комфортный фреймтайм. И можно пройти даже на высоких настройках Full HD. Еще раз повторюсь, это высокие настройки со всеми эффектами. Так выглядит, заметно лучше, чем просто на стандартных настройках. Температура по традиции, конечно же, 85-86, частоты тоже скачут туда-сюда, но тем не менее GTA работает на высоких неплохо, весьма неплохо. То же самое и насчет автосимулятора Project Cars вторая часть. Тут я тоже выставил высокие в настройки Full HD со всеми эффектами, и получается точно такая же картина. Хотя, наверное, чуток приятнее. Все же тут имеется 60-70 кадров с просадками до 50 с копейками. И можно без проблем перемещаться по трассе. Единственное, что температура, она снова поднимается под 90. И, возможно, в компании инженеры уже смирились с этим и просто не стали ничего менять. 90, знаете, и 90. Падают частоты, все как бы под контролем, так что оставили как есть. Все работает, и это для них самое важное. Абсолютно плевать. В общем, что хочу вам сказать, друзья, в конце. Я не знаю, честно, но это мелкая штуковина может, да, действительно, реально может запускать популярные хиты и сетевые проекты с приличным FPS. Поэтому, да, можно на этом ПК даже запускать игры, помимо того, что за ним можно работать дома или в офисе. Вполне комфортно. Больше я даже не знаю, для чего еще нужен этот мини-ПК. Имеем что имеем. Прикольная штука, да, действительно прикольная, но нужно понимать, зачем она вам нужна. Вот такая история. На этом, друзья, я уже буду, наверное, заканчивать. Еще раз всем спасибо, что смотрели это видео. Не болейте. Увидимся уже очень скоро. Всем удачи. Пока-пока.